Всем привет, вы на канале Мисима, а это одиночное прохождение сборочки Стонополис. И да, как вы могли догадаться, по названию и превью, это последняя серия на этой сборочке. Но буду с вами честен, мы пройдем ее не до конца. Чуть позже объясню, в принципе, почему. А пока что хочу сказать большое спасибо всем тем, кто смотрел это прохождение, и тем, кто поучаствовал в создании этой стеночки. Да, вот столько ников мы собрали на ней за наше прохождение. А я думаю, в дальнейших прохождениях еще что-нибудь такое же замутим с вами. И мне кажется, что ников будет в следующий раз чуть-чуть побольше. Ладно, не буду затягивать вступление. Погнали в сюжет. Итак, вначале, я думаю, кратко мы пробежимся по тому, что мы с вами сделали. Ну и что я сделал за кадром, тоже покажу. А так, вот, это, какой-то серии я превью здесь сделал. Ну, в принципе, это огород, он уже не особо нам интересен. А здесь наш алтарь. Алтарь 3-го уровня. Ну, вот так он выглядит. Дальше, здесь мы начали выживать. Там у нас дырки всякие неинтересные. Ну и плюс стенка. И здесь уже наши промывашки и все остальное. И вот так вот выглядит сейчас моя база. Да, я за кадром очень много времени тут провел. Достроил тут чуть-чуть МЕ-сеть. Ну, там вот пресса установил. И вот здесь еще тоже много чего уже открыл. Также, смотрите, как я заморочился. И теперь вот так мы добываем энергию. Других способов особо там по энергии я не придумал, ну и не понял, скорее всего, даже так скажем. Но это позволяет мне на постоянке добывать 3100 FE в тик. Ну или РФ, разницы в принципе нету, наверное. Хотя здесь везде FE написано, так что FE тик. Это, достаточно большое количество на самом-то деле. У нас, видите, как заряжается бур, который я сделал. Я его тут просто поставил заряжаться, пусть заряжается. Вот это наша фармилка мобов. Ну, здесь не особо что-то интересное. И это я уже сделал за кадром. Как раз мы в этой серии этим начнем пользоваться. Но это еще не все. Смотрите, кого я тут приручил. Первое. Это я приручил визора. Да, он теперь у меня тут сидит. С него добывается какая-то эссенция нужная была там в крафтах. Но вот он сидит, и вот в такой коробке я его закрыл. Поэтому и строил ту добычу энергии, потому что, немножко сикотно, да, если он выберется, то, нашей базе конец. Все, не будет нашей базы. Вот, и это еще не один пассажир. Второй пассажир — это вот такой Варден. А он почему-то только здесь живет и сидит. Если я вдруг выключаю, получается, вот этот вот механизм, то он пропадает, он убегает. Вот, так что он не страшный. Здесь есть штучка, которая добывает из него какие-то души, которые, по идее, должны ускорять наши механизмы, но я так и не понял, для чего они мне нужны. У меня все и так, в принципе, нормально работает. Всего хватает, да, скорости всех механизмов. Поэтому он там просто сидит, живет, отдыхает, вот уже захилился, здесь уже все на 100%, так что пусть сидит. Он мне не мешает. Так, погнали смотреть, что я сделал за кадром. Если вы помните, то мы остановились как раз на вот этой вот веточке квестов. Это, получается, предпоследняя глава. Одну из них я тоже закрыл полностью, но это было все верстаки, нужно было сделать там из эндера, ядро создания, там и какой-то флакс тоже, верстак. У них ничего прям такого сверхинтересного нету, поэтому я решил их сам сделать за кадром. Да, если вы можете вспомнить, то, по-моему, в последней как раз серии, перед этой, мы сделали эту банку, и, как вы можете заметить, я тут уже развивался достаточно, нормальное количество времени, 16 часов, грубо говоря, я потратил на то, чтобы там вот эту энергию добывать, вот это все сделать, тех же визоров и все остальное приручить. Я хотел просто не сильно затягивать это прохождение, и вот так вот его начал делать. Поэтому в сегодняшней серии я вам покажу, что
мы будем делать и будем заканчивать на этом прохождении. Вот, почему будем заканчивать, тоже чуть-чуть попозже расскажу. Так, открываем, значит, нашу книжку с квестами. И тут, смотрите, нам нужен вот такой максимальный компонент. Он делается как раз-таки на том верстаке из, ну вот, ингредиентов, да. Эти ингредиенты вот так вот крафтятся на уже вот этом вот механизме. Давайте возьмем то, что нам нужно. Так, вот они, значит, наши ресурсики. И я здесь, кстати, да, не полностью все это автоматизировал. Ну, я так и не понял, как нормально тут что автоматизировать, поэтому вот так вот и сделал. Воронками там этим. Давайте создадим то, что нам с вами нужно по квесту. Значит, нам нужно вот такой максимальный компонент. Максимального компонента нам с вами понадобится сейчас 4 штучки. Это на первый, получается, верстак, ну и плюс базовый компонент. Мы его тоже с вами сделаем. Хотя даже я, наверное, его сам сделаю. Давайте мы просто с вами максимальный компонент сделаем. Вот так оно и работает. Сюда поступает энергия, все ресурсы, и мы их просто забираем. Ничего прям сверхсложного и интересного тоже здесь нет. Поэтому я и решил пропустить этот момент. Так. Максимальный компонент готов. Все, теперь нужно сделать базовый верстак. Получается, базовые компоненты вот такие. Я подготовил. Давайте делать наш базовый верстак. Все, и он готов. Квестик мы с вами закрыли, получается, с верстаком базовым. Но я думаю, надо будет вот это закрывать и следующее. Для следующего нам уже понадобится 4 желтых вот таких, которые создаются из золота плюс усиленный эндер слиток. Усиленный эндер слиток как раз создается на эндер верстаке, но, по-моему, у меня эти слитки были. 4 штуки у меня. Значит, не хватает. Значит, надо еще создать, да? Да, потому что для одной только 2 штуки надо. Ну, мне еще 4 получается. Слитка нужна, кстати, да. Звезда эндера создается тоже на этом же верстаке из звезды и ока эндера. Пойдемте, покажу, как эта штучка работает. Мы просто ставим, получается, сюда звезды. Ну, у меня сейчас 3. А у меня ока очень мало. Их надо будет подфармить, если вдруг нам дальше понадобится. Все, и, ну, по сути, просто ждем. Можно сделать еще вот такие эндер-алтари. Они ускорят, по идее, как крафт. Ну, а я думаю, дождусь и не буду заморачиваться. Я вот здесь вот 4 штучки таких алтарей поставил. Здесь уже побыстрее крафт будет. Все-таки чуть-чуть я разогнал, ну, плюс еще 2 алтаря, но это, если честно, скорости не особо-то прямо и прибавило. Если там дальше надо будет еще больше таких вот слитков, то, наверное, надо будет улучшить все-таки. Либо же, кстати, раз, два, три, давайте сейчас выставлю. Либо же можно взять, получается, того нашего Вардена, но я не хочу оттуда трубы сюда тащить эти. А через ME-сеть у меня не получилось выкачать оттуда эту эссенцию. Это надо, получается, где? Квестик, быстренько сейчас покажу. Вот он, как раз этот квест. И вот такие вот штучки нам нужно. Соулпайпы там, вот это. Я не очень хочу сейчас этим заморачиваться, тащить оттуда. Ладно, просто чуть подождем и все. Ну, в принципе, пока мы ждем эти слитки, давайте тогда и займемся сразу такими. Так, у меня здесь сейчас, да, по 4 штучки просто складываем и все. Вот, поэтому я и не хотел, ну, как бы, все вот это создание вам показывать, чтобы, ну, просто не затягивать прохождение. Так, 4 продвинутых есть, базовый верстак есть, верстаки есть, все. Собираем продвинутый верстак 2 уровня. Для верстака 3 уровня нам уже другие понадобятся, элитные. Элитные, кстати, гораздо легче крафтиться, да, потому что, ну, это алмазы и плюс вот такие Rainbow Color, типа какие-то фигнюшки, ну, это мы с вами тоже... нет, подожди. Да, Rainbow Color мы с вами делали, да, все, я что-то забыл немножко. И плюс еще вот такие штучки, а это уже крафтится на желтом верстаке, но, по-моему, у меня должны быть эти все ресурсы. Если я опять чего-то не напутал. Нет, и значит я напутал. У меня 2 таких
кристаллированных, короче. И плюс еще... ну таких вот у меня хотя бы 22. Значит, надо вот таких еще кристалтиновых слитков. Вот. Сложно-то как, название. Так. И давайте создавать тогда уже наши кристальки. 4 таких. И нужно по 4 таких, значит, да, сложить. Все, пусть создается. Блин, я знаю, что забыл. Я забыл себя добавить. Вот что я забыл. Все. Я себя добавил, погнали. И 4. Все, значит, сейчас новый верстак сделаем. Элитный верстак 3 уровня готов. Все, теперь остался последний верстак, и мы завершаем эту главу. Для него как раз таки вот нам понадобятся вот эти зеленые вещи, которые мы с вами вначале и делали. Одна есть у нас, один точнее компонент. Нам еще 3 штучки надо. Так. Ну, вот эти вот Stone Ignite, ну, делается, в принципе, несложно. Я могу, ну, через ME-сеть, в принципе, их делать, но я так решил пока что, ладно, вручную сейчас быстро сделаю 6 штучек. Вот. Камень этот, ну, несложно крафтится, добывается тоже, поэтому ничего здесь сложного нет. Погнали, значит, все. Делаем. Ну, также разделяем и создаем. Да, это очень много времени на самом-то деле занимает и не очень интересно. Все, по-моему, то, что было более-менее такое прям интересное в этой сборке, мы с вами сделали. Остается только вот гринд, крафт непонятный, ну и все. Поэтому я и решил эту сборочку, скажем так, завершить. Так, 4 компонента и максимальный верстак. Глава завершена. Крафт. Все. Здесь мы все с вами завершили. Здесь награды. Вообще, ну, типа, я уже не знаю. Мне вот эти вот монетки нафиг не нужны. Что-нибудь интересное подавали? Другой вопрос. У нас с вами осталось, получается, 3 главы. Но, как я и обещал в самом начале, скажем так, мы с вами пропустим, получается, 2 главы. Я думаю, что вот эту вот мы с вами закроем. Pure Color называется. Это получается звездочка, да? Ну, там, ну, на звездочку похоже. Это самая мощная звездочка, что тут есть, по идее. Из этой звездочки уже крафтится там неизвестный вот предмет, портал и все остальное, да? Максимальный слиток тоже из этой звездочки крафтится. Это большой гринд и все остальное. Вот. И для тех, в принципе, кто уже досмотрел до этого момента, я сейчас буду рассказывать, почему, ну, точнее, объяснять, я хочу закончить эту сборку не до конца завершенной. А все дело вот в этой главе. Ну, The End, да, последняя, по идее, глава, а это уже, ну, так, для тех, мне кажется, кто хочет там, типа, заниматься уже дальше там этим всем. Это просто бесконечный генератор, скажем так, энергии, получается, РФХЕ вот этой, и творческая ячейка, это тоже бесконечный генератор энергии, только для ME-сети, все. Ну и галочку там поставите, GG, считайте, прошли сборку, если вдруг кто будет ее проходить. После моих видео, может, там кому-то понравится, кто-то захочет пройти. И может он уже и допройдет эту сборку. Кстати, я уверен, что многие из вас тоже допрошли ее. Но я не хочу ее проходить просто по одной простой причине. Ну, до конца, точнее, проходить. Именно из-за вот этого вот конечного. Да, там типа слиток мы с вами сделаем без проблем. Даже если, ну там, каких-то ресурсов, еще чего-то не было бы у меня. Я бы за кадром все равно там сидел бы, что-то крафтил. Это огромное количество ресурсов. Это ждать миллионы лет. А теперь причина, почему я не могу пройти эту сборку. Ну и особо тоже уже нету желания. А все дело вот в этой штучке. Это блуд магия. Ну, как вы можете заметить, нам нужно будет из, получается, звезды, которую мы сейчас сделаем с вами, сделать вот такую рамку. Типа холст, вот это все, я думаю, это, ну, не проблема, где-то мы сможем это все достать, да?
Там типа обработать. Вот видите, что-то какие-то там такие рис, еще что-то. Тоже непонятно, где нам этот рис достать. У торговца. Торговец ко мне еще ни разу не приходил, поэтому, ну, тоже это непонятно для меня этот момент. И вот этот вот момент для меня тоже немножко непонятен, потому что нам нужен алтарь 5 уровня. Да? Ну, кровь это не проблема, вот главное алтарь 5 уровня. А у нас сейчас алтарь 3 уровня. Где он там? Сейчас я добегу. Вот он, наш алтарь. Он 3 уровня. Его можно было бы расширять до 4 там и 5, если бы, например, вот, все из-за вот этой штучки. Для того, чтобы расширить до 4 уровня, нужна вот эта вот вещь. Эта вещь крафтится из вот таких вот осколок, которые в свою очередь, ну, делаются на какой-то вот тоже мне непонятной штуке, но это не проблема. Я думаю сделать. Вся проблема вот в этом кристаллике. Даже видите, если бы, ну, там, типа, через этот кристаллик можно было бы делать вот такие же осколки. Вот. Но это нужен алтарь 4 уровня, да? Для того, чтобы добыть этот кристаллик, нужно тогда, получается, какое-то семечко сделать. Это семечко не открывается. Ну, типа, крафта его нету. Это, скорее всего, где-то там из блудмагии и всего остального. Но в блудмагии я не шарю. Вообще, ну, гайды я бы мог посмотреть, но, блин, у нас прохождение сборки как, типа, задумывалось разработчикам, да, нас за ручку никто не привел к этой штуке. Реально, ну, типа, здесь нету ни одного квеста, связанное с блудмагией, да, по сути. Ну, как, было там что-то, по-моему, в начале. Где-то нас заставляли этот алтарь что-то такое сделать, но дальше все. Типа, дальше уже сам разбирайся. Где сейчас я где-нибудь найду? Или даже не было. Ну, короче, не суть. А нас никто не приводит к этому пункту или еще что-то. Я не знаю, как его делать. Я реально не знаю. Я не пробовал, никогда не создавал его. Так что вот такие дела. Поэтому давайте мы завершим эту главу. Я думаю, как раз-таки на создании, ну, самой, типа, топовой звезды, получается. Это нам нужно очень много камня, во-первых, потому что для каждой вот этой штуки это камень, для каждой звезды. И каждая звезда создается тоже из красителя и, получается, своего же камня. Нам нужно как минимум по 2 штучки, да, таких сделать. Поэтому я пошел, по сути-то, копать весь камень. Ну, в большом количестве я его сейчас буду добывать. Я для этого этот бур и делал. Ну и притащу, и мы с вами вместе сделаем эту звезду. И, кстати, да, максимальный верстак давайте мы поставим его здесь. Все. И через эту штуку мы уже с вами сделаем все звезды. Пошел я тогда копать. Ну что, такие вот у меня тоннели вышли. Я очень надеюсь, что нам хватит того, что вот здесь я насобирал. Ну и плюс то, что у нас уже в МЕ сети есть. Если вдруг какого-то ресурса не хватит, то, ну, придем еще докопаем, да, в принципе. Давайте отправляться создавать эту звездочку. Итак, ребят, да, еще чуть-чуть времени прошло тут. И я создал все линзы. Капец. Их понадобилось 16 штук. Всех причем цветов. Ну, давайте начнем с синего. Там вот он синий. Это нам нужно просто синий булыжник. 1024, да, получается, для 2 звездочек, если я не ошибаюсь. Просто в каждой из этих, ну, для одной такой звезды еще звезда понадобится. Или... нет, подождите, нам 512 тогда всего надо, раз мы делаем-то одну звезду. Все, да, нам 512 каждого булыжника нужно. Так, забираем синий и вкладываем. Готово. Синяя звездочка есть. Все, синий булыжник не нужен. Теперь серый. И, кстати, да, давайте сделаю вот так. Разделю это все. Серый, значит. Давайте. Так, это не тот серый. Извиняюсь. Так, ладно, давайте по очереди. Блин, сейчас я буду тут путать еще.
Значит, белая. Это самое первое по квесту. Давайте белый сделаем. Все. Так, еще белый. Что-то я сейчас буду путать еще эти звездочки и красители эти. Так, сделаем еще вот так, чтобы было еще удобней. Отдельно просто сундук поставим с теми, которые у нас уже есть. Красителями. Все. Так, белый есть. Дальше. Дальше у нас пурпурный, значит. Вот он пурпурный. И для него магик или пинк. Вот, видите, тут тоже надо смотреть. А для него магик нужен. Все. И эта звездочка тоже готова. Дальше. Угу. И вот так вот закрываем. Вот этот нам нужен цвет. Так, все. Вот, нужен светло-серый. И для него нужен light. Вот он. Но он почему-то не сработал до этого, да? Или я... нет, все работает. Я, значит, не тот добавить ему пытался. Светло-серый, звездочка есть. Да, типа, если бы, например, мы проходили бы эту всю сборку, ну, полностью, тогда это пришлось бы несколько вот таких компрессоров, несколько всех этих вещей сделать. Но раз мы так уже... Ну, раз нам не показали, за ручку не привели, ладно, я думаю. Ну и у вас уже особый интерес пропал. Поэтому лучше мы будем новую какую-нибудь сборочку проходить, чем уже затягивать эту. Ужасный ред. Так, ну и последний цвет. Все. Все цвета, все звездочки мы с вами собрали по квесту. Вот они. И останется только собрать самую, ну, главную, скажем так, звезду. Давайте все звезды эти заберем. Заберем, значит, Rainbow Color наш. И вот он, максимальный верстак. Все. Плюсик. Ох, этот ответственный момент. Забрали. Все. Квест со звездочками мы тоже с вами закрыли. Ну и по сути у нас вот эту вот палку. Ну, палку мы можем сделать. Вот это тоже нам нужно сделать. Ну, а это мы уже не можем сделать никак. Ну, типа, да, я могу там заняться этим всем, но это... И мое время, и ваше тоже, в принципе, время. Вы тоже уже, наверное, вам поднадоела эта сборочка. Поэтому, ребят, будем заканчивать. Все. Мы, ну, по сути, мы все с вами закрыли. Да, ну, как обычно, у нас остается только очень большой гринд. Ну и непонятная эта штука. Это, да, можно было бы там какие-нибудь гайды посмотреть, еще что-нибудь. Я думаю, что, ну, было бы понятно, да, как это сделать. Все. Возможно, это даже и не сложно бы делалось это все, но я не хочу этим сейчас заниматься. Мы лучше с вами будем новую сборочку какую-нибудь проходить, поэтому под этим видео жду максимальное количество активности как раз на конец прохождения и плюс предложения ваши по новой сборочке. Мы также будем проходить сейчас на MC Skill пока что сборки, поэтому у нас есть время для того, чтобы определиться, какую мы сборку хотим проходить следующий. Поэтому пишите, ну, максимально, да, будьте активными, потому что, ну, я и для вас, и для себя прохожу, поэтому мне тоже будет интересно ваше мнение, поэтому пишите комментарии. А на этом, в принципе, все. Конец сборки получается. И еще раз большое спасибо всем ребятам, кто меня поддерживал на протяжении этого прохождения. И всем удачи, всем пока-пока.